Почти ровно год назад я опубликовал свой первый серьезный мод и мечтал о том, чтобы за год набрать хотя бы 100 тысяч скачиваний. Но в итоге вчера перешагнул за миллион. Всем привет, я iMeTake. Сегодня я вам расскажу некоторые вещи, которые узнал за время работы над модами. Ну и разумеется расскажу, сколько я с этого дела заработал. Моя телега в описании, там много всякого полезного, заходите, пожалуйста. Я выкладываю моды и на CurseForge, и на Modrins, и миллион на обоих площадках вообще-то стукнул давно. Но если на CurseForge теперь уже миллион появился обособленный, то на Modrins вот только 400 тысяч еле-еле наскреб. Я тут хотел пересказать историю развития обоих площадок, чтобы сделать вывод какой-то, подвести по тому, как же так получилось, но в итоге перейду сразу к выводу. На CurseForge аудитория больше ориентирована на большие сборки, а на Modrins скорее оптимизационные всякие ванила плюс штуки. Modrins в скачиваниях без учета сборок выигрывал у CurseForge, ну у меня по крайней мере. Но добавление моего мода Effectual в пару относительно популярных сборок на CurseForge обеспечило значительный рост скачиваний. В моменте было 20 тысяч за день, прикиньте. Но, к сожалению, динамика не сохранилась, и сейчас она выглядит примерно так. Когда 5, когда 7, когда 3 тысячи скачиваний за день. Это довольно грустно по сравнению с моими былыми, так скажем, успехами, но все равно хоть что-то. Потому что на Modrins, к слову, все сильно хуже. Теперь про деньги. Ролик про это я уже снимал, но чего бы и не обновить данные. Миллион скачиваний звучит достаточно хайпово для того, чтобы переехать в собственную квартиру, но не тут-то было. За год моддинга и миллион скачиваний я заработал $270, или по курсу плюс-минус 20 тысяч рублей. И тут я не могу не пожаловаться. Ну типа вот смотрите, вот график скачиваний. Где-то здесь был бум, где у меня после где-то примерно по 1000 скачиваний в день, типа 1500 было, получилось там 10 тысяч, потом 15, потом 20. Вот здесь крайняя точка сейчас на графике 15 тысяч. И вот скачивания начали падать, но сейчас они примерно на такой отметке, ну типа когда 4000, когда 3000, когда побольше. То есть вот как тут больше 5000 даже. Ну то есть скачиваний стало больше, чем до взрыва, и они примерно вот так вот и держатся, волнами, но держатся. Теперь давайте посмотрим на транзакции. Нам нужно тут пролистать. Вот ситуация до бума, где скачивание где-то по 1000, по 1500 в день. Можно посмотреть, что тут 24 поинта, 25 поинтов, 25 поинтов, 25 поинтов, ну в общем нормально. Где-то тут примерно встречается взрыв, случается, становится 27 поинтов, и оно пошло-поехало, вот 29, типа 32, вот 32, 34, 33 почему-то, потом 38, ну и вот где-то здесь оно пошло на спад. Типа 38, 37, там 36, 36, тут 33, 31, потом 32 почему-то после 31, потом вообще 26 после 31, оно вот так вот падает, и оно падает все еще и падает, и сейчас у меня 23 поинта, на 2 поинта целых меньше в день было до взрыва. Хотя скачиваний стабильно в 3-5 раз больше, чем до взрыва. Почему так? Я не знаю. На Modrins за все это время я заработал $223, но мне хотя бы полностью понятно, откуда они взялись. Я раньше любил порассуждать о том, что CurseForge стабильнее Modrins в выплатах, но сегодня оставлю эту тему. Теперь мне бы хотелось пару советов дать новичкам в моддинге, вдруг они вам пригодятся, ну мало ли. Во-первых, не забывайте оформлять свой мод. Пишите хорошее описание, желательно с картинками, вообще хорошо, если с видео. Я про описание на CurseForge и Modrins, разумеется. Чем понятнее ваше описание будет потребителю, то есть игроку, тем больше шансов, что он его скачает. Описание, разумеется, должно заинтересовать человека. Но не старайтесь писать какие-то кликбейтные фразы, названия, которые на ютубе, возможно, бы сработали, но они не сработают на таких площадках. Особенно важно кратко уложить суть вашего мода как раз в коротком описании, вот в этом. Если посмотреть, например, на какой-нибудь популярный мод, на Ferit Core, например, видно, что он написал просто и понятно. Оптимизация оперативной памяти. Когда человек будет листать кучу контента на Modrins, он выхватит эти слова, и они ему понравятся, и он зайдет на мод и почитает подробнее. А теперь представьте, если бы там было не короткое и лаконичное название, а типа «Ускорьте свою игру в Майнкрафт в 1000 раз с помощью моего чудесного, полезнейшего, прелестного мода, который стоит добавить свою сборку в любую сборку на Minecraft Fabric Forge, no Forge». Такое бы описание в толпе контента на CurseForge или Modrins просто затерялось бы, так что обязательно составляйте его нормально. Смотрите чужой код. Код других разработчиков модов можно смотреть, чтобы чему-то научиться. Потому что популярные разработчики, как правило, разработчики умеющие, и у них вполне себе можно что-нибудь подсмотреть, как они то или иное реализовывают. Также не забывайте смотреть ванильные классы, потому что документации не всегда вовремя обновляются, и, например, на новую версию, когда вы пишете мод, вам необходимо смотреть ванильные классы игры и смотреть, как там что реализовано, какие методы, чтобы ими пользоваться. Самое главное,
главное, не перепутайте и не учитесь у разработчиков Майнкрафта по коду, который они написали. Кто смотрел его, тот понял, о чем я. Ну и самый важный совет. Каждый новичок в модах должен его услышать. Если вы идете делать Майнкрафт моды для того, чтобы подфармить денег, и это единственное, что вами движет, пожалуйста, не занимайтесь этим. До денег вам топать очень долго. Я на своем примере это периодически показываю. Ну, в этом же видео я говорил, сколько я заработал за год непрерывной работы над модами. Человек так устроен, что если он долго идет к цели и при этом не добивается ее, у него начинается выгорание. Так и здесь. Если конечная цель разработки ваших Майнкрафт модов это заработать денег, вы этой цели не добьетесь, по крайней мере, быстро. Вы в своем деле разочаруетесь, вы выгорите. Ну это так себе опыт. Майнкрафт моды это хобби, которое гипотетически может перерасти в работу, если вы выйдете на какие-то огромные скачивания или, например, фрилансить моды начнете. Но опять же это прежде всего хобби. Ну в общем-то на этом все. Следующее видео точно будет про библиотеки, обещаю, прям вот вообще 100 пудов.